Мы в эфире везде. Работают все радиостанции Советского Союза. Всё. Назад дороги нет. Да. Ну что, 21:00, 21 февраля 2025 года. Пятница. Раз пятница и 21:00. Традиционно с Сергеем Рачинским. Мы в эфире. Анкап Акбар всем, кто нас смотрит. Воистину Акбар. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер всех, кто нас смотрит. Ну что, налили себе все, кто нас смотрит, того, что вам нравится, потому что новостей сегодня много. Вискарь пришел с без вискаря, поэтому вискарем обеспечивайте себя традиционно сами. Ну так что располагайтесь поудобнее, и мы поехали. Ну что, неделя была бурной. Ну да, неделя Трамп веселая. несет дичь. Веселье продолжается. Да, Трамп несет дичь. И кажется, что скоро он Скобееву с Захаровой переплюнет и будет вести шоу на российском телевидении. А что, собственно, им предложить со своей стороны? Он бьет их, покрывает их как бык овцу. Да, но с другой стороны, подсчитали же, что в прошлый свой срок президентский Трамп собрал 18 тысяч раз. То есть он, получается, врал 20 раз в день, то это получается раз в час в течение, ну, с перерывом на 4-часовой сон. Поэтому до рекорда еще, наверное, в этот раз далеко, но человек старается. По версии Трампа президентство это такой, этот самый ток-шоу, ну, не ток-шоу, стендап как бы шоу. То есть человек должен говорить. А что он говорит при этом? Это его, так сказать, творческий стиль. Вот у Трампа есть свой стиль. Он заполняет эфир, пространство информационное всем, что у него есть под рукой. То есть он не очень переборчив, он не очень внимателен. Хотя, с другой стороны, можно проследить определенные тенденции. Ну, в частности, он ведь очень критически относится к СМИ, вообще как бы к разным СМИ. Он много натерпелся как бы от них в свое время. Вот, обиделся, а тем более он ненавидит СМИ откровенно, которые связаны с государством. Поэтому в этом как раз проблема украинской информации. Вот информация об Украине, она вся приходит из государства, а для него это источник нулевой ценности. То есть такая информация... Ему надо нас смотреть, надо ему ссылочку сбросить, пусть он нас смотрит. У нас есть английские субтитры. Нужно искать какие-то альтернативные каналы. Ну вот, их, конечно, нет пока, поэтому вот мы и наблюдаем то, что мы наблюдаем. То есть, когда говорят, Трамп, значит, там гонит опять какую-то русскую пропаганду, там, да нет, ему плевать на эту пропаганду, он просто говорит то, что у него есть. Вот, то, что ему говорят люди, которыми он общается, то, с которыми он, так сказать, делает какие-то дела общие. Вот, он очень некритичен в этом смысле, но, повторяю, у него есть четкая и понятная тенденция, то есть исключить официальные каналы. Вот. А поэтому отсюда вот такая как бы неразбериха. Но, с другой стороны, Трамп ведь, повторяю, мы уже как-то говорили об этом, для Трампа медийность его деятельности – это номер один задача. То есть, и он ее полностью выполняет, он идеально подходит под все требования телеканалов. Если бы сейчас вот как бы еще живы были вот эти все телевизионные сети, так сказать, то они, конечно, собирали бы гигантские деньги. Ну, а вспомним, что ведь недавно же, когда Трампа поливали грязью, вот после, так сказать, того, как он проиграл выборы после своего президентства, американские СМИ набирали колоссальные обороты. То есть они набирали тиражи, они набирали подписки, они набирали кучу денег спонсорских и так далее. То есть Трамп как тема исключительно, так сказать, ну как это, плодотворен, то есть он прибылен. Если о нем речь, то это гарантированно, что ты на этом будешь зарабатывать. Вот. Но сейчас просто так, как он абсолютно разошелся со СМИ в нарративах, то есть он продвигает те нарративы, которые в СМИ совершенно не поддерживаются и, так сказать, и противоречат вообще всей их стратегии последнего времени. Вот, поэтому возникает определенная как бы затыка. Но по большому счету Трамп занимает информационное пространство собой полностью, никого туда больше как бы не пускает. Все остальные должны так или иначе
через него заходить. То есть если политик какой-то хочет, чтобы о нем вспомнили, он должен или что-то сказать Трампу, или послушать, значит, Трампа, или еще что-нибудь. Но сегодня я хотел бы немножко начать как бы издалека, то есть зайти, как говорится, чуть-чуть со стороны. Меня привлекла на этой неделе новость, которая пришла из Центральной избирательной комиссии украинской. Ведь у нас как бы не секрет, у нас вовсю идет разговоры о выборах. Хотя, как обычно у нас бывает, значит, все, кого не спроси, все говорят, да не, какие выборы, вы что, выборов не бывает во время войны там, и так далее. И в то же время, значит, откровенно идут действия, которые говорят о том, что с выборами явно, так сказать, что-то там затевается. И вот глава Центральной избирательной комиссии заявил в интервью «Радио Свобода», что онлайновые выборы в Украине невозможны. Онлайновые и почтовые. Ну, почтовые он вообще вспоминал просто как бы как курьез. Он прекрасно понимает, что почты в Украине нет, и поэтому никакой, значит, и речь идет, естественно, о государственной почте, то есть другой это не могут доверить. Вот, поэтому, значит, онлайн как бы является основным вот альтернативным методом голосования. В связи с тем, что украинцев много за рубежом, украинцы разбросаны по миру, тут перемещенные лица, значит, у них нет постоянных адресов, базы данных избирателей, значит, не обновлялась и, естественно, не соответствует реальности. Вот, поэтому онлайновые выборы так или иначе это тема. Тем более, как бы вроде ДИА, она, значит, по большому счету такой фреймворк, куда можно вставить все, что угодно, включая и голосование. Тем более там голосования уже тестовые проходили, то есть по разным мероприятиям государственным и окологосударственным, культурно-хозяйственным, так сказать. Вот, то есть она тестировалась в этом режиме. Вот, но значит, меня привлекла вот эта вот четкость и однозначность Олега Диденко. Вот он глава Центральной избирательной комиссии. Он сказал, что нет. Экспериментировать мы не можем, значит, онлайновые выборы, по его мнению, крайне сомнительны с точки зрения достоверности. То есть очень легко обвинить, вот тех, кто проиграет, как бы, им очень легко обвинить победителей в подтасовке, потому что никакой проверки реально, технологии вот этой проверки, контроля и так далее нет. Тем более я где-то слышал краем уха от людей, которые близки к этой теме, что вроде как сервера, которые будут обслуживать, потенциально могут обслуживать такие голосования, они должны находиться вообще физически на нейтральной территории какой-нибудь другой страны, желательно вообще. Вот. А если вспомнить наши реалии, то, в общем, это довольно сложно реализовать. Вот, и поэтому вот Центральная избирательная комиссия отбрасывает почту сразу, как бы почту они вычеркнули, надежность нулевая. Вот, да и они тоже вспомнили о том, что в Америке как бы плохие были отзывы о почтовом голосовании. А онлайн они говорят, что, значит, их не впечатляет. Поэтому мы видим, что, похоже, мы будем голосовать, так сказать, на пеньках. Вот, то есть то, что когда-то в свое время говорили о России. То есть голосование будет бумажным, видимо, вот, но, скорее всего, будет длиться несколько дней, и вот эти вот все пункты, так сказать, эти участки, они, скорее всего, будут какие-то, значит, ну, упрощенные или какие-то динамические решения, скажем так, будут применяться. В общем, это вопрос открытый, и он очень, так сказать, проблематичный, очень скандальный, я бы даже сказал. Поэтому в этом смысле нас ждет еще впереди очень много интересных новостей. В связи с этим я не могу не вспомнить новость о том, что Министерство иностранных дел Чехии на этой неделе выступило с заявлением. Министр выступил на пресс-конференции с так сказать, с четкой информацией о том, что как только, значит, возникнет перспектива мирного урегулирования, то есть какое-то перемирие, вот, даже не говоря там о каком-то более-менее стабильном мире, а вот
как бы возникнет перемирие, когда будут остановлены боевые действия, Чехия немедленно остановит действие системы защиты, вот этого режима защиты для украинцев. Как он сказал, этот режим будет ликвидирован на следующий день, то есть после того, как будет объявлено о каком-то перемирии. Более того, он говорит о том, что, скорее всего, такое решение будет по ЕС, вообще по всем странам ЕС. Правда, пока это вопрос не озвучен никем, но вот он, значит, сказал о том, что, скорее всего, это будет в русле решения ЕС. Значит, по его словам, украинцы получат от полугода до года на то, чтобы урегулировать свой статус. То есть они смогут или перейти на какой-то режим, значит, постоянного или временного пребывания, который соответствует законодательству той или иной страны, или будут вынуждены вернуться в Украину. Вот, то есть это довольно серьезная проблема, потому что, кроме всего прочего, в связи с тем, как будет реагировать Европа на перемирие, на потенциальное перемирие, звучит еще одна интересная точка зрения, так сказать, официальная. Она, в общем, она высказана пока где-то кулуарно, но она проникла в медиа. Европа, скорее всего, закроет въезд для украинцев. То есть с этого момента украинцы вообще не смогут въезжать в ЕС. То есть эта процедура будет крайне усложнена. Более того, то есть мы всегда говорили о чем, что если будет возможность, если Украина откроет границы, допустим, Украина открывает границы, что очень многие мужчины поедут как бы к своим семьям, то есть своим женам и детям. Так вот, Европа сказала: нет, ничего не будет этого. Мы этих мужчин не пустим. То есть, другими словами, речь идет, так сказать, о совершенно таком административном произволе, который будет введен в действие с целью, так сказать, предотвратить вот еще одну волну переезда украинцев в Европу. То есть, об этом, конечно, можно только сожалеть, но, к сожалению, Европа демонстрирует приверженность вот такого рода репрессиям как бы уже не первый раз и не первый год, и, в общем, это не первый случай. Вот. То есть нам повезло крупно то, что они смогли, так сказать, принять вот тех людей, которые уехали. Но как будут развиваться события дальше, предсказывать очень сложно. Тут только одно можно сказать, что украинцам надо будет срочно заниматься вот этим вопросом легализации. То есть это значит, что... Причем, что интересно, в некоторых странах, например, студенческие визы доступны, причем нет ограничения по возрасту, то есть можно в любом возрасте поступать в университет, получать студенческую визу и оставаться, и потом, так сказать, дальше трансформировать ее в какую-то более постоянную. Можно завести там бизнес, то есть можно сделать там частное предпринимательство, например, в некоторых странах такой режим предусмотрен, но, как правило, все это сопряжено с бюрократической тягомотиной, у них нет вот этих упрощенных процедур, у них, как правило, все это занимает многие месяцы, а если, допустим, Европа даст полгода на урегулирование, то многие просто могут не успеть в это время отрегулировать свой статус. Вот. Ну и опять же не будем забывать о жесточайших налогах, которые действуют в ЕС. Люди, которые захотят заниматься бизнесом, неизбежно столкнутся с колоссальным налоговым бременем. Поэтому в этом смысле я думаю, что вот мир, вот этот, так сказать, потенциальный мир, которого мы, в общем-то, все ждем, он может обернуться для украинцев, живущих за рубежом, серьезными проблемами. Вот. С одной стороны, они будут понимать, что они смогут, что им уже вроде открыта дорога домой, но я думаю, что очень многие не будут рассматривать такую перспективу в связи с тем, что вообще происходит в Украине. Я здесь могу вспомнить только одна информация, которая прошла на этой же неделе, о том, что только в январе 2025 года в Украине закрылись больше 60 тысяч ФОПов. Вот, то есть это рекордный показатель. Это даже во время войны до этого было меньше закрытий. Хотя, например,
в 2024 году за весь год закрылось 250 тысяч, 250 000 человек прекратили деятельность в качестве физических лиц-предпринимателей. Вот, то есть, ну, тут я просто не хотел дать небольшой комментарий к этой цифре. То есть, с одной стороны, это, безусловно, свидетельство жуткого бизнес-климата, о котором, в общем, можно говорить с огромной натяжкой. Никакого бизнес-климата в Украине нет. Вот. А с другой стороны, надо понимать, что ФОП в Украине не имеет к предпринимательству никакого отношения. Это просто способ подачи отчетности в налоговую. Вот и все. То есть человек выбирает себе эту форму, потому что он должен какую-то выбрать. То есть государство не простит ему неуплату налогов. Следовательно, ему надо регистрироваться. Это, так сказать, не потому, что человек решил, а дай-ка я займусь предпринимательством. Нет. Как правило, это все результат того, что нет рабочих мест. То есть это проблема рынка труда. То есть то, что люди сначала открывают массово ФОПы, потом массово закрывают, это все результаты того, что нет нормального рынка труда, и огромное количество людей, которые с удовольствием бы работали нанятыми в компании какой-нибудь фирме, они вынуждены регистрироваться ФОПами, потому что у них просто нет другого выхода. Поэтому вот эта манипуляция цифр, она всегда вводила в заблуждение. То есть я регулярно встречал в медиа заявления о том, что вот, значит, там в Украине большое количество ФОПов зарегистрировано. Это значит, что у нас там чуть ли не типа льготная какой-то либерализация экономики. Ничего подобного. Наоборот, это как бы свидетельство того, что рынок труда умирает. Поэтому в этом смысле к этим цифрам нужно относиться очень осторожно. Ну, безусловно, мы должны вернуться как бы к теме номер один. То есть это тема переговоров между Штатами и Россией с дистанционным участием Украины. Я тут хочу процитировать одну новость, которая появилась тоже сравнительно недавно. Вот буквально 20 февраля вице-президент США Джей Ди Венс, он заявил следующее, что новые поставки оружия не помогут Украине. Украина не сможет победить Россию, сколько бы как бы оружия ей не поставляй. То есть получается, что по его словам, Россия имеет большую, значит, численный перевес в живой силе, значит, техника, а европейские запасы, они, значит, опустели. Вот, оружия нет, американцы сокращают свое участие в этой истории. Поэтому, значит, мол, похоже, что Украину ждет четкое однозначное прекращение или существенное сокращение помощи, военной помощи. Это, безусловно, нельзя не учесть, когда пытаться понять, что вообще происходит. Важным, по-моему, на этой неделе было сообщение о том, что Китай приветствовал переговоры, значит, Соединенных Штатов и России. То есть это тоже сигнал, который серьезно влияет на общее настроение, так сказать, на общие тренды. Потому что если китайцы поддерживают это, так сказать, это движение в этом направлении, то, следовательно, у Украины, скорее всего, не будет возможности вести какую-то двойную игру. То есть там заигрывать с Китаем, или вот как недавно было, значит, с Турцией, совершенно непонятно, значит, какова была цель, честно говоря, этих переговоров с турками, потому что турки готовы переговариваться с кем угодно и о чем угодно. У них нет никаких проблем. Вот, они спокойно наблюдают за всем, что происходит в Европе. Конечно, центральным конфликтом является сейчас, пока вот, так сказать, центральным конфликтом текущих нескольких дней, буквально пары дней, является история вокруг, значит, переговоров про вот эти полезные ископаемые, которые якобы, значит, американцы готовы оплатить
Украине или, вернее, компенсировать свои поставки предыдущие уже потенциальными поставками вот этих, значит, полезных ископаемых, редкоземельных металлов и разных критических, значит, металлов критического значения. Что тут можно сказать? Мое внимание, например, привлекло то, что разговоры о том, что Трамп ожидает подписания этого договора, совпадает одновременно с его заявлениями о нелегитимности президента Зеленского. То есть почему-то подписание этого договора не мешает, значит, нелегитимность Зеленского не мешает Трампу ожидать подписания этого договора. А вот, значит, все остальные вопросы, нет, это как бы тема, значит, сомнительный статус якобы, значит, Зеленского, он мешает. Тут явно как бы выглядит эта история немного как бы историей с двойным дном. И это двойное дно, оно очевидно, мне кажется. Я не думаю, что Трамп и вообще в Штатах кто-то серьезно воспринимает вот эту историю с этими ископаемыми. То есть для него важно получить эту бумажку. Не важно, что там будет написано. Желательно, чтобы цифры были повпечатлительные, так сказать, чтобы было, ну, чтобы она звучала как бы серьезно. Вот. Но реально, мне кажется, никто в ближайшее будущем, никто даже не будет собираться, значит, что-то здесь добывать. Во-первых, очень сомнительны сами месторождения. То есть, да, есть информация о том, что у нас того-то столько, вот, но это все очень первичные цифры. Их серьезно никто этим не занимался. То есть, если бы эти цифры, допустим, получены были в результате коммерчески обоснованных каких-то поисковых работ, то есть, если бы этим занимались какие-то компании, которые вложили в это деньги, серьезные деньги, то этим цифрам можно было бы верить. Но так как этим занимаются государственные конторы, которым, в принципе, нужно отчет написать просто, то они напишут вам все, что вы хотите прочитать. Поэтому мне кажется, что очень рано вообще говорить о перспективах этого договора. То есть он очень-очень условный. Для Трампа, мне кажется, повторяю, это символический документ. Он просто хочет его показать в Америке и сказать, смотрите, я отбил как бы те деньги, которые Байден отправил в Украину без всякого, значит, обеспечения. А я вот нашел обеспечение, я молодец. По-моему, вот, собственно, к этому все сводится. Есть версия, которая звучит таким образом, что если американцы серьезно действительно настроены, и если они в Украине решат что-то здесь добывать, если они вложат здесь какие-то серьезные суммы, заведут сюда, значит, какую-то, так сказать, условно говоря, свои экскаваторы, то потом они не дадут никому этому помешать. То есть, таким образом, как бы, Украина получает через такой вот способ некие гарантии безопасности. То есть, что если американцы начинают добычу в Украине этих ископаемых, считай, что они обеспечили безопасность территории Украины. Что в случае, если Путин или там кто угодно, значит, вдруг неожиданно снова решит там устроить какой-то шабаш кровавый, то американцы просто привезут сюда свои войска, подгонят, значит, подводные лодки, авианосцы поближе к берегам Украины и таким образом, значит, прикроют это все в один момент. Это, конечно, красивый сценарий, мне он очень нравится чисто теоретически, но повторяю, что это, в общем, вещь довольно условная. То есть я пока не думаю, что при нашей жизни вообще до этого дойдет дело. Я еще не исключаю, что вполне возможно, что будут какие-то скандалы вокруг этого, потому что статус этих территорий, этих земель, этих ресурсов, он ведь как бы висит в воздухе. По нашей конституции все это принадлежит народу. Никакого регулирования этих вещей нет. Если Зеленский, не дай бог, проиграет выборы, так сказать, то таким образом и подписанные им документы, скорее всего, будут иметь мизерную какую-то, значит, значимость. Ничто не мешает пришедшим к власти новой конфигурации власти в Украине объявить это все, значит, недействительным,
предательством национальных интересов, да что угодно. То есть мы, в принципе, всего этого наслышались за последние годы в избытке. Поэтому я пока, так сказать, вот лично я пока наблюдаю за этим скорее как за неким научно-фантастическим таким сюжетом, который, возможно, будет иметь продолжение, но далеко не в ближайшее время. Вот. Хотя, в принципе, сама задумка, как говорится, она имеет право на существование, потому что без американских денег эти ресурсы вообще никогда не станут рыночными. То есть это будут просто минералы, условно говоря. Потому что тут важно понимать, что вот огромное количество людей, я в частности у себя в YouTube-канале в комментариях читаю, как люди ловко, значит, оперируют понятиями. Там, это там триллионы долларов, которые принадлежат украинскому народу, там еще что-то. Надо понимать, что вот эти камушки, они остаются просто элементом природы, пока нет рыночных условий. То есть пока нет собственника, который будет видеть выгоду в использовании этих ресурсов. То есть если он, только когда он вложит деньги, когда он вложит силы, знания, ноу-хау, технологии и так далее, и решит эти вещи разрабатывать, только тогда можно будет вести речь о какой-то цене, потому что эта цена появится на рынке. А пока нету ни рынка, ни желающего, ни собственника, потому что народ собственник условный, это фиктивный собственник, это чисто социалистическая фикция. Вот, то поэтому ни о какой цене говорить нельзя, и вообще о какой-то ценности этих материалов. Это пока фантазия. То есть это некое будущее, которое может быть реализовано на практике. Так вот, реализовано оно, скорее всего, возможно только при применении, вот, при привлечении серьезных капиталов из таких стран, как Соединенные Штаты. Будем, так сказать, ожидать, что что-то будет тут, какое-то движение. Хотя скандал вокруг самого факта подписания этой бумаги, он уже набирает обороты, потому что Зеленский отказывается, он якобы стоит на защите национальных интересов. Трамп, с другой стороны, раздражен, потому что это Зеленский противится тем предложениям, которые якобы он сам же и делал. В общем, мы видим, так сказать, типичные такой политические разборки, которые набирают обороты. Эти разборки, они на этой неделе приняли совершенно, так сказать, катастрофический, в общем-то, формат. Потому что Трамп разразился целой тирадой в адрес Зеленского. То есть еще недавно он называл его партнером, вот, там, значит, и всякими разными позитивными синонимами, этими прилагательными. А сейчас он его называет, значит, там, диктатором, человеком, у которого, значит, рейтинг 4%, вот, коррупционером, там, покрывающим, значит, разворованные американские деньги и так далее, и так далее. Зеленский со своей стороны тоже, как бы, в общем, не выбирает выражений и позволяет себе вещи, которые совершенно неуместны. Не сколько он, сколько его окружение. Или вообще люди, как бы привлеченные для поддержки, для информационной поддержки украинской позиции. И в этой связи я бы хотел вот сказать два буквально слова. Эти два слова заключаются в следующем. Мы здесь видим между Трампом и Зеленским принципиальное несовпадение платформ, позиций, на которых они стоят. Дело в том, что Зеленский продвигает вот в эту войну четкую, однозначную концепцию государства прежде всего. То есть главное – это государство. Зеленский стоит на защите государства. Зеленский призывает спасать государство Украина любыми средствами. При этом люди в Украине откровенно страдают, то есть откровенно брошены, так сказать, в эту топку войны. То есть иначе как ресурсом они не называются, иначе, то есть права их ограничены, если не обнулены вообще. Экономическая ситуация ужасная, значит, скандалы с мобилизацией известны всем, не только партнерам, но и врагам.
То есть, в общем, все это говорит о том, что Зеленский вот в этом, так сказать, выборе между интересами населения, скажем так, и интересами чиновников и политиков, он выбрал интересы чиновников. То есть то, что называется интересы государства. Трамп же, в свою очередь, сейчас демонстрирует нам довольно четкую позицию, в которой он дистанцируется от государства. Он позиционирует себя как президент американцев, прямо как король бельгийцев как-то в свое время. Вот. Бельгия не король Бельгии, а король бельгийцев. Так и здесь, значит, Трамп президент американцев. Он постоянно нам говорит об интересах американского потребителя, об интересах рабочих, которые работают, значит, об интересах предпринимателей, об интересах бизнесменов, то есть об интересах бизнеса вообще, торговли. Вот это для него как бы приоритеты. То есть он себя позиционирует как человек, отстаивающий интересы рынка или тех, кто работает на рынке. А государство для него, наоборот, он сейчас просто использует его как мячик, как говорят, который пинают все. И что он делает с государством? Он его просто чехвостит, что называется, в хвост и в гриву. То есть чиновники у него это дармоеды, это, так сказать, это люди, которые злоупотребляют властью. Маск помогает ему раскрывать все более и более, значит, вопиющие примеры злоупотреблений во власти, в государстве. То есть для Трампа идеи государства или интересы государства, они явно вторичны. То есть он, безусловно, политик, то есть он, безусловно, глава государства. Но в этом его вот раздвоении как бы проявляются его личные интересы. А личные интересы у него все-таки больше склоняются к тому, что он хочет понравиться публике, а не вот этому миру, так сказать, закостенелого вот этого дипстейта, так называемого, при всей условности этого понятия. Зеленский, повторяю же, совершенно в другой позиции. То есть он откровенно делает выбор. Он говорит, украинцы должны объединиться вокруг меня, вокруг государства, вокруг власти ради спасения государства. То, что вам плохо, вам больно, вы гибнете, вы теряете свои дома, работу, деньги, имущество и так далее, это все Путин виноват. А вот, значит, делать надо что? Делать надо, спасать надо, значит, государство. И вот мне лично кажется, что вот это расхождение в платформах именно, оно очень мешает взаимопониманию. Трамп никогда не пойдет на то, чтобы говорить, хорошо, мы вам будем давать деньги, чтобы государство поддержать. Как когда-то делал Байден. Байден откровенно говорил, мы помогаем выжить украинскому государству. Молодая демократия, там то да сё, вот это вечно, как когда-то шутили про футболистов, там 40 лет молодой, подающий надежды спортсмен. Так и здесь. То есть украинское государство все еще, значит, молодая демократия. Вот Трамп не будет этого делать. То есть для него важно, чтобы он видел перед собой человека с такими же примерно взглядами. Кто-то может сказать, ну а почему же он лебезит, значит, перед Путиным? Ведь Путин-то явно его нельзя заподозрить в том, что он преследует интересы населения, народа. Ну, во-первых, надо понимать одну важную вещь. Трамп видит, что Путин сидит уже сколько там, 20, значит, лет с лишним у власти, и его никто не подвинул. Следовательно, у Трампа возникает мысль, ну, я, конечно, гипотезу выдвигаю, тут никто не может прочитать чужие мысли, но мне кажется, что у него вполне может появиться такая версия, что россияне как бы удовлетворены, ну, то есть они довольны Путиным. Раз они его не подвинули, раз они не напомнили ему, что надо уходить, значит, все там у них нормально. Это первое. Второе. Трамп, надо понимать, относится к России как к второстепенной силе. То есть он не рассматривает их как партнеров даже. Не то, что там стратегических или каких-то там, значит, важного игрока на мировой арене, как нам любят рассказывать. Нас же все время
почуют вот этими сказками о том, что Россия – это супердержава, или, по крайней мере, пытается ей стать, что она претендует на какие-то, значит, там, влияния, что Путин – это мировое зло, что вот это вот все. А Трамп никогда в это не верил и не верит. И как для него Россия – это недоразумение, которое, так сказать, возникло в результате каких-то причудливых исторических процессов. Он всерьез, Трамп Путина всерьез не ставит, не принимает и относится к нему абсолютно, так сказать, как к недоразумению, которое надо уладить. И вот для того, чтобы уладить его, он готов на все. То есть он, если надо его похлопать по плечу, почему нет? Надо похвалить, пожалуйста. То есть слова и вот разного рода такие вот жесты ему совершенно не противят. То есть он готов на это идти, ему это ничего не стоит. Отсюда вот эта специфическая, так сказать, гармония, которая вдруг неожиданно возникла между Трампом и Путиным. Ее на самом деле нет, потому что Трамп просто Путина ни во что не ставит. Трамп понимает, что Путин вообще нужен Америке, нужен Европе, как потенциальный вот этот вот управляемый враг. Мы уже говорили об этом, что Путин продает Западу вот эту роль. Он ее исполняет исправно, он получает за это большие деньги, то есть у него покупают за это немцы там, нефть, газ и так далее, удобрения, там, лес, пеньку, чесучу и хлопчатку и все прочее. То есть это как бы выгодно, это выгодно политически. И Трамп эту игру принимает. Он понимает, что ему нужно иметь Путина как потенциального врага. На него надо списывать вот расходы военные, там еще какие-то, значит, вещи. Хотя Трамп в последнее время собирается чуть ли не начать уже сокращать военные расходы. Там говорят о 8% в год. Вот. То есть, другими словами, это разного рода отношения. То есть с Путиным это совсем другое. А с Зеленским это потенциально могли бы быть отношения партнеров, так сказать, людей, заинтересованных в каких-то общих интересах и ценностях. Но этого не возникло, потому в силу того, что украинская власть откровенно позиционирует себя как тоталитарно вот этатистская. То есть она не рассматривает ценность человека. Это не имеет значения. То есть они все топят за государство, потому что государство – это тот порядок, который позволяет им зарабатывать огромные деньги, жить в богатстве, не напрягаться, так сказать, и контролировать ситуацию. Вот пришла ли эта ситуация к критическому моменту, вот это нам предстоит узнать. То есть достигло ли это противостояние вот момента, когда это будет уже кризис, который не будет разрешен никаким образом, то есть, а каким-то просто, механическим, так сказать, устранением одного из участников. Вот это мы узнаем, потому что в этой связи, похоже, и идет речь вот об этих выборах, которые надо проводить в Украине. Звучат вот это последние дни, звучат эти советы, значит, что Зеленскому лучше уйти, что лучше уехать в Париж, значит, и так далее. То есть, вот. Хотя вроде бы у него квартира в Лондоне, если не ошибаюсь. Ну, в общем, могу ошибаться. Значит, другими словами, вот этот конфликт, он достигает своего какого-то апогея. Но, безусловно, он может он может схлынуть. То есть он может разрядиться как бы в землю. То есть эта молния может ударить в землю и безболезненно затихнуть. То есть возникнут какие-то вещи, которые, значит, сыграют более важную роль. Посмотрим. Тут мы, повторяем, мы находимся в состоянии, когда мы оглушены вот этим вот обилием информации. Причем эта информация часто не несет никакого содержания. Трамп откровенно ведет свою деятельность в виде вот такого DDoS-атаки, так сказать, как говорят программисты. То есть он топит окружающее пространство в огромном количестве запросов. И наши сервера не успевают эти запросы обрабатывать. То есть не успеваем мы ужаснуться тому, что он собрался Гренландию завоевывать, как он уже, значит, поругался с Европой. Не успели мы разобраться, кто там в Европе на что будет как-то отвечать,
значит, как он уже решил убрать Зеленского. Там. Ну, в общем, он не дает нам возможности, так сказать, перевести дух. И к этому надо быть готовым. То есть какое-то время нам придется жить вот в этом вот информационном таком хаосе. Вот. Тут, значит, тот факт, что Трамп явно тяготеет вот к такому реалити-шоу, как под названием «Я президент Соединенных Штатов», говорит вот эта новость, которая появилась буквально недавно, о том, что он решил ехать в Форт Нокс, значит, в Америке, в хранилище золотого запаса. Он решил лично проверить, а что там, значит, в ящиках, то есть, есть ли там это золото, о котором ему рассказывают. А то, может, там уже, значит, чего-то нет давно. Может, Байден там все уже, значит, китайцам отвез. Вот. Я не исключаю, что мы посмотрим прямую трансляцию, так сказать, с тем, как как Трамп будет скрывать эти ящики. Вот, и может даже щупать на зуб, значит, золотые монеты. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот, но на этом я думаю, что, в принципе, мы могли бы еще найти тему, значит, для обсуждения, потому что, повторяю, их приходит все больше и больше. Но мне кажется, что сейчас это неблагодарная работа. Нужно просто перетерпеть, переждать вот этот поток. В ближайшие дни мы должны увидеть какую-то элементы развязки этой всей истории. Начнутся какие-то действия, начнутся какие-то последствия, и мы увидим, куда это все движется. Потому что, ну, с моей точки зрения, конечно, Украине нужна вот эта передышка, то есть нужна остановка войны. Мы исчерпали все возможности, все ресурсы. Это совершенно дико, когда человек на фронте сейчас, слыша о новостях, что собираются вести переговоры о мире, а он, значит, в принципе, смотрит в глаза смерти. То есть это состояние неимоверно нечеловеческое. Вот. Обрекать людей на все это, конечно, это жутко. Вот. Тем более, что в Украине, опять же, экономическая ситуация просто катастрофическая. То есть мы находимся на пороге очень серьезных последствий всего того, что происходило в последнее время. Поэтому перемирие, конечно, это необходимо. И после этого перемирия многое будет зависеть в Украине от того, что будет происходить именно в Украине. Не от того, что там решит Трамп или Путин, или Трамп с Путиным вместе. Многое будет зависеть от того, что будет происходить в Украине. Потому что вот эта ставка на выборы, это явно попытка отказаться от решения проблем. Это попытка опять, так сказать, запустить вот эту дурочку, то есть, как говорят, то есть запустить дурочку. Как когда-то был замечательный сатирический сюжет у Жванецкого такой. Вот. Когда директор завода говорит, запускайте дурочку. И они начинают писать письма, значит, один завод другому начинает писать письма, там колеса отправили, получите, значит, по такому-то, такому-то документу. А те говорят, какие колеса, мы у вас заказывали совершенно другое. Ну, в общем, вот такое. То есть они начинают морочить друг другу голову. Вот то же самое начинается в Украине. То есть они нам будут морочить голову с выборами. Мы прекрасно понимаем, что какие выборы, из кого. То есть в Украине нет политики, нет политиков. Есть люди, которые просто хотят выскочить, так сказать, поближе к бюджету, сесть поближе к деньгам. Тем более, что деньги все еще какие-то обещаны. Европейцы обещают деньги. Если американцы не дадут, дадут европейцы. Вот, то есть мы будем наблюдать не просто как бы закат вот этой всей политической системы, а ее, ну, сворачивание. Она уже не будет выглядеть даже имитацией. Это будет совершенно потустороннее какое-то явление. То есть, когда сегодня видишь вот этот список кандидатов потенциальных в президенты, то, в общем, это совершенно странные люди, и, в общем, совершенно непонятно, что от них ждать. Вот. Единственное только оправдание может быть тому, что все будут решать как бы не в Украине, то есть не в Киеве, а эти люди будут просто исполнителями приказов,
что тоже не делает ситуацию лучше. Вот, потому что мы вспомним, вся история украинской власти, по сути, сводится к тому, что украинская власть, контролируя территорию Украины, пытается все время продать этот контроль каким-то соседям. Это началось еще с Богдана Хмельницкого, который как раз именно контролировал территорию Украины. Он не был, это не было государством, у него не было налогов регулярных, у него не было регулярных границ. Он просто совершал набеги как бы на людей, которые вели экономическую деятельность. Но попытка записать себя куда-то, свое войско куда-то, к каким-то монархам, получить за это какие-то, значит, привилегии, какие-то титулы, какие-то деньги и так далее, постоянно заставляла их маневрировать между соседними монархиями. То же самое мы наблюдаем и потом и дальше. Украинская власть в советское время служила верно Москве. Сейчас украинская власть пытается, долго-долго манипулировала между Москвой и Брюсселем, пока, наконец, не сделала, так сказать, выбор в пользу Брюсселя. Но Брюссель не хочет этого всего вешать на свою шею. Теперь этого не хочет делать и Америка. То есть вся вот эта идея украинской власти, кому бы продать вот этот контроль. Вот мы тут контролируем 30 миллионов человек, дерем с них какие-то, значит, даже налоги более-менее регулярно. И даже границу охраняем. Но кому это все продать? Вот они не могут пока найти, кому это продать. И вот дальнейшая история Украины, она может, конечно, выглядеть исключительно вот такой повторением, так сказать, этой извечной проблемы. Потому что в чем ведь суть ситуации? Украина уникальная территория, уникальная страна. Здесь украинцы никогда не имели своего государства, абсолютно. То есть здесь никогда не возникало государство традиционным путем. Когда, например, мирно пашущих землю украинцев завоевывали бы какие-нибудь, например, там, я не знаю, янычары, и оставались бы здесь в качестве государства. А потом бы это все превращалось в монархию, и в монархическом вот этом режиме, значит, мы бы к этому постепенно привыкали. Нет, с Украиной такого не было. Мы оказывались волею судьбы в совершенно специфических режимах. Вспомните хотя бы Речь Посполитую или Великое княжество Литовское. Это трудно назвать государством, потому что это во многом республиканские типы правления. То есть это скорее самоуправление. И здесь нет вот этого, то есть люди не привыкли к тому, что над ними сидит государство. Их правовая культура долго очень, она развивалась по другому сценарию, чем у европейцев, например, которые привыкли сначала к модели монархии, когда монарх был правовым собственником. А у нас нет, у нас человек был всегда индивидуальным, так сказать, субъектом. Он владел вот своим каким-то куском земли или арендовал его, у него был какой-то набор инструментов, и он обеспечивал себя и свою семью всем необходимым. И использовал возможности рынка и так далее. Вот, то есть здесь государство всегда было чуждой силой. Оно приходило со стороны, и никакой попытки обосноваться здесь не было. То есть оно всегда было чужим. То есть Российская империя, она здесь никогда серьезно, так сказать, не обосновывалась. Она только там, что-то отдельные какие-то были поползновения. Вот. А потом большевики, они не смогли здесь опять же себя навязать, потому что им пришлось уничтожить миллионы людей для того, чтобы остаться здесь. То есть, но, правда, это закончилось плохо, и мы до сегодняшнего дня продолжаем наблюдать последствия этого. Потому что нынешнее украинское государство, по большому счету, мало отличается от того, что устроили большевики. Но главная мысль, которую я хочу как бы продвинуть, это то, что Украина разделена, государство и население – это разные субъекты, разные силы. Здесь государство не встроено в общество, оно все время есть отдельным элементом. И поэтому мы никогда не можем выступить едино
с государством вместе. Нет, этого невозможно представить себе даже. То есть наше государство всегда действует или в своих интересах, или вопреки интересам населения. Мы с этим постоянно сталкиваемся. И поэтому, когда нам говорят, Украина там будет подписывать что-то, кто будет подписывать? Мы нашего президента раньше, вот не совсем недавно еще, просто выгнали. То есть собрались на площади и выгнали. Хотя у нас там вроде конституция, у нас законные выборы, у нас там еще что-то, там какие-то, у него какие-то полномочия там в конституции прописаны. Нас это остановило? Нет. То есть, другими словами, вот этого единения, так сказать, его не было и нет, и не будет в ближайшее время. Поэтому, когда кто-то говорит, что Украина на что-то согласилась, или украинская там власть подписала что-то, так это они подписали. А к Украине это все имеет отношение очень-очень с большой натяжкой. Этого нет в России. Россия не знает такого режима. Там государство тотально рулит, так сказать. Вот. Этого не знает ЕС. В ЕС государство четко, однозначно, так сказать, является представителем интересов. Вот. Это у них столетиями так. Поэтому для них в этом нет ничего странного. Они смотрят на своих политиков как на представителей. А наши политики представляют только самих себя. Они никого не представляют. Мы никогда им ничего не делегировали. И делегировать не собираемся. Вот в чем проблема. То есть с Украиной трудно вот этим всем окружающим государствам, им очень трудно иметь дело с Украиной, потому что в Украине нельзя договориться с каким-то начальником и считать, что ты договорился с Украиной. Нет. И вот как это будет дальше выглядеть, это очень-очень большой вопрос. От этой проблемы я хочу перейти к одной интересной статье, которая вот мне тоже попалась в новостях последнюю неделю. Речь там шла о том, что британская исследовательская структура, одна организация, они провели большое исследование вопроса доверия к политикам. То есть, во многих странах регулярно происходят опросы, доверяете, не доверяете власти. В Украине регулярно проходят такие опросы с более-менее, так сказать, надежными какими-то данными. Но при всем даже желании понравиться власти, эти ребята, социологи, они, к сожалению, должны, постоянно констатируют практически нулевой уровень доверия украинцев к власти. Изредка, может быть, президент получает какой-то там, процент. Потому что у нас президент глава власти, поэтому социологи просто боятся показать ему плохие цифры. А вот всем остальным они с удовольствием показывают, что украинцы им не верят, не доверяют. Вот. Поэтому вот это исследование британских исследователей научных, оно, обобщило, как они пишут, 3377 опросов, в которых принимало больше 5 миллионов респондентов. То есть это довольно мощная штука, хотя, опять же, социология вещь довольно, так сказать, двузначная, и говорить здесь о каких-то там жестких, четких, однозначных выводах нельзя. Но как ориентир, мне кажется, это вполне интересно. Так вот, они определили, как менялся уровень доверия к политикам в 143 странах с 1958 года, с 1958 по 2019. И у них однозначный вывод. Тренд на падение доверия. То есть идет систематическое падение доверия. Это, в общем-то, довольно показательно, потому что мы вот говорили о том, когда мы обсуждали потенциальные причины войны, которая возникла, которую Россия затеяла в Украине, и то, как Европа реагировала на войну, как Америка реагировала на войну, мы затрагивали вопросы с тем, что политическая система сегодняшняя находится в состоянии кризиса. То есть социальное государство, вот эти годы с 1958 по 2019, это как раз годы становления социального государства. То есть когда государство очухалось после Второй мировой войны, когда была более-менее либеральная экономика, когда государство еще не лезло во все сферы жизни,
Федеративная Республика Германия вообще выглядела либеральным государством, где был чуть ли не свободный рынок. Государство начало прибирать все к своим рукам. То есть производительность труда начала быстро расти. Люди после войны как бы воспряли и начали работать все лучше и лучше. Рынок работал в Европе и не только в Европе очень эффективно. И у государства появилась возможность брать налоги буквально с каждого, со всего, что движется, и с любого действия каждого человека в государстве. Все это привело к тому, что государство постепенно трансформировалось в тот монстра, который нам известен как социальное государство. И вот этот процесс развития государства, вот он не мог не вызвать вот такой реакции. То есть люди переставали верить политикам. То есть они видели, что их грабят, их открыто грабят, что вот эти объяснения, которые им предлагались, они их не убеждали. Тем более в Европе, где львиная доля вот этих исследований проходила, этих опросов. Люди имели многовековой опыт, в общем-то, жизни при праве собственности, то есть при относительно свободном рынке, при уважении вообще предпринимательской деятельности. Поэтому все, что происходило в государстве, явно противоречило логике развития общества. И поэтому это не могло не вызвать падение доверия. То есть люди однозначно теряют доверие к политикам. Они понимают, что политики не являются чем-то, что для них имеет значение, что для них важно, что они выражают что они действуют в интересах населения. Нет. И это наиболее заметно сейчас, как говорят эти же ученые. Они говорят о том, что молодежь явно проявляет сейчас определенные тенденции к тому, чтобы отказывать современным политикам в доверии. Более того, появление в Европе вот этих альтернативных партий, так называемых праворадикалов, это тоже свидетельство того, что происходит постепенное замещение вот этого политического театра. То есть те партии левого толка, которые были, они исчерпали, в общем, тот лимит доверия, который у них был. Люди не хотят больше иметь с ними дело, и они хотят заменить их на кого-то еще. Вот. Во что это будет выливаться, мы увидим в ближайшие годы. А тех, кого интересуют вот эти данные и цифры, я отправляю к своему дайджесту Весткар. Я регулярно публикую там ежедневно новости, которые достойны вашего внимания. И среди прочего, там у меня есть все необходимые ссылки. То есть вы можете найти ссылки на материалы, на статьи, первоисточники и так далее. А закончить сегодня я хочу, значит, новостью, которая тоже относится к общему вопросу, так сказать, жизни европейцев. Ожидаемая продолжительность жизни европейцев падает. Эта новость, она меня привлекла именно как новость, которая ложится в параллель, вот ложится логически к продолжениям к тому, о чем мы говорили. К падению доверия к государству, к политикам. И мы видим, что ухудшается качество жизни европейцев, и это ухудшение качества жизни проявляется в уменьшении ожидаемого продолжения. То есть ожидаемое доживание, или как-то там они называют этот термин, у них есть специальный возраст дожития, как-то так. То есть, другими словами, европейцы, в общем-то, живут дольше, так сказать, чем их предки. Но в последние годы этот процесс начал сворачиваться. Почему? Я абсолютно уверен, что тоже причиной является не алкоголь и курение, как нам хотят рассказать, вот, а именно развитие социального государства. То есть, а именно, в первую очередь, колоссальные налоги. То есть налоги последнего времени, которые достигли в европейских странах просто абсурдных размеров, они лишают человека возможности вести полноценный образ жизни. То есть, что такое высокие налоги? Это невозможность жить качественно. То есть, вы не можете купить качественное жилье. Вы не можете иметь полноценную семейную жизнь, потому что вам не хватает денег на семью просто.
Мы знаем, огромное количество европейцев живут чуть ли не до преклонного возраста вместе с родителями, потому что они не могут позволить себе жилье, не то чтобы купить, они его в аренду не могут снять, хотя при этом работают, так сказать, постоянно, а многие даже еще и подрабатывают. Огромные налоги – это качество еды, то есть вы не можете есть то, что вы хотели бы есть, качественную, свежую, высококлассную еду, то есть вы вынуждены питаться фастфудом и всякими другими заменителями. Вы не можете получить полноценного здравоохранения, потому что у вас опять же не хватает денег. То есть налоги убивают. И вот мы это видим, ярко примером этим являются вот эти тенденции к сокращению продолжительности жизни. То есть в этой ситуации, опять же, та же пандемия, которая была вот с ковидом, это яскравейший пример того, что люди страдают не столько от болезни, сколько от того, как государство реагировало на эту болезнь, на эту так называемую пандемию. Вспомните, что Швеция была страной, в которой государство более-менее спокойно отнеслось, то есть оно не делало никаких крайних движений, резких. И там ситуация была более-менее нормальной. Во всех же прочих странах, где государство закатяло рукава и взялось за эту проблему, люди умирали скорее от того, что делало государство, а не от того, что нес с собой вот этот китайский вирус. Я думаю, что вот этим, так сказать, этими новостями мы подведем некий такой итог того, что мы постепенно втягиваемся вот в этот период кризисных явлений социального государства. Оно дошло до ручки, так сказать, оно довело человечество до ручки. Дальше уже с ним вместе сосуществовать невозможно. То есть это прожорливая система, агрессивная, она уничтожает колоссальные ресурсы. Мы видим, как европейские страны одна за одной впадают в экономический кризис, в стагнацию, экономика не растет, государство делает все для того, чтобы убить просто предпринимательство, экономику и так далее. Любой вид экономической деятельности. То есть вот те частные проявления, в частности, та же война в Украине, тот же Брексит, например, или то появление Трампа в должности президента. Это частные проявления того, что мир реагирует на это. То есть люди на это как-то пытаются реагировать. Вот. Но государство несет с собой смерть. Смерть и разрушение. И вот сейчас мы как бы переживаем вот этот критический момент, который во многом будет определяющим на будущее. Спасибо всем за внимание. Да, я единственное хотел сказать, что вот это мы начинали с идеальной картины о том, что американцы тут будут что-то добывать, и они тут будут защищать. Ни хрена они не будут защищать, потому что 2 триллиона в Афганистане распилили по-честному, собрались и поехали. Ну и нормально. В России у ExxonMobil русские забрали оборудование, только оборудование на $2 миллиарда. Ну и что, умылись, утерлись и поехали. И теперь снова давайте дриль. В России, ну, никто не защищает, государство нигде не защищает, это фикция такая же, как и любая. Поэтому ожидать, что кто-то будет защищать частные инвестиции с помощью государства, ну, не знаю. Не здесь. Не здесь и не сейчас. Да. Есть Аргентина, есть другие страны, есть даже Мексика, где очень много всего. И это рядом с Америкой, и это удобно, недалеко везти. Там тоже можно добыть, чего хочешь. Так что, в общем-то, в принципе... Поэтому... Так, кстати, и в Мексике не очень американцев получается защищать свою собственность. Пока, да, вот особенно. Так что там и в Канаде могут, потому что в Канаде у них соблюдают право собственности. А там, где не соблюдают, так... А это о чем мы уже говорили не один раз и постоянно. О том, что... Да. Защита права собственности — это не дело государства или законов. Это дело совершенно другой вещи. Если работает на другом уровне. Сворачивать право собственности. То есть сокращать сферу применения. Это единственное, что может делать государство. То есть вредить, другими словами. Так что
Есть у нас тут пару вопросов еще в чате, поэтому, ну, они такие не очень большие, поэтому ми їх, наверное, я вам задам. Перший. Да, пожалуйста. Хочу запитати Сергія його думку з приводу великих недержавних монополій. Чи є в монополіях щось погане з точки зору лібертаріанства? Ну, дело в том, что, в принципе, любая, так сказать, хорошая книжка по австрийской экономической школе прекрасно это все объясняет. Поэтому я буквально в 2 словах объясню. Сама по себе монополия, ее судьба определяется тем, как реагируют потребители. То есть, если представить себе умозрительно, что на рынке возникла монополия, которая прекрасно удовлетворяет интересы потребителей, то потребителям все равно, монополия это, не монополия. Они получают те товары и услуги, которые им нужны. И все довольны. Но если мы перейдем к практической стороне, то надо понимать, что монополия, что такое монополия? Это бизнес, объединивший в себе очень много этапов производства, то есть каких-то сложных процессов. А это значит, что сокращается сфера свободного рынка. То есть обмен товарами внутри компании становится внутрикорпоративным делом. А это значит, что здесь уже рынка как такового нет. Здесь есть распоряжение начальства, директора там, и так далее. А это всегда плохо. То есть в чем беда монополии? Беда монополии в том, что сокращается объем рыночной информации. То есть маленькая компания, она получает все с рынка, а следовательно она может знать точно, что почем, так сказать, что сколько стоит. А крупная монополия, нет, она утрачивает ориентацию. Она очень быстро начинает путаться, а что на самом деле высоко ценится, а что нет. То есть какие приоритеты у потребителей и так далее. То есть конечная продукция, да, они более-менее понимают ситуацию с конечной продукцией, а вот промежуточные все этапы, они как бы вынимаются, вырезаются из рыночного процесса. И это всегда плохо. Поэтому монополия, как правило, обречена. То есть если она возникает на рынке, то она какое-то время может существовать, а потом она просто, как говорится, как слепой в темной комнате. То есть она начинает биться об углы. То есть все, она не знает, куда двигаться. Вот. И поэтому конкуренты ее быстренько, так сказать, обходят на повороте. Вот что ждет не государственной монополии. То есть монополии, возникающие на свободном рынке. Хотя все мы прекрасно понимаем, что в жизни, так сказать, явление монополии – это, как правило, следствие вмешательства государства. Государство, да, вот оно обустраивает монополии, и эти монополии не зависят вообще ни от рынка, ни от потребителя, ни от кого. Потому что как бы плохо они ни работали, как бы тупо они не транжирили деньги, это все компенсируется за счет налогов. Поэтому им наплевать. Вот отсюда существуют все вот эти украинские Укргаз, там, КамАЗ, Цукор и так далее, которые могут десятилетиями быть без прибыли вообще убыточны. Вот, то есть вот это, я не помню, какая-то крупнейшая вот эта украинская энергетическая компания, она недавно вдруг неожиданно показала какую-то, значит, какую-то доходность. Но это, опять же, это игра цифрами, потому что если нет рынка, то вы можете писать любые цифры. Вот, поэтому в этом смысле, я думаю, что с монополиями все понятно. Ну и можно посмотреть на Японию. Они вначале вырвались, а из-за того, что в Японии корпоративная культура подразумевает крупные корпорации, ведь в Японии есть либо крупная корпорация, либо очень-очень мелкий бизнес, нету середины. И мы видим, насколько Япония, например, пролетает сейчас вообще везде. Та же история и в Южной Корее, кстати, где всего лишь там 3 или 4 Но с другой стороны, смотрите, вот, например, такой феномен, как компания Lego. Они изобрели игрушку, которая вот существует уже десятилетиями. И они как бы прочно и твердо стоят на ногах. Они заняли целый сегмент рынка. И прекрасно его обслуживают. Все довольны этими игрушками. Но посмотрите, как они крутятся в последнее время. Как ужин, так сказать, на горячей сковородке.
Им приходится придумывать все время какие-то новые фокусы, новые штуки, новые какие-то заманихи, потому что им и на них наступают со всех сторон. То есть им не дают спокойно жить, несмотря на то, что их монопольный статус в этой вот сфере какой-то, он как бы в общем сохраняется, но им это дается очень-очень тяжело. А вот та же, например, Nokia в свое время, которая чуть ли не стала монополией на рынке мобильных телефонов, она просто тупо стала жертвой, так сказать, трансформации спроса. То есть спроса и инноваций, которые, как правило, убивают монополии. Вот инновации – это основной инструмент по борьбе с монополией. Монополии не успевают реагировать на инновации. Ну, сегодня была новость о том, что акции корпорации Nissan получили мусорный рейтинг. Ну да, вот они неудачно там Вот пытались они же пытались и с Honda объединиться, плюс Renault, у них же корпорация с Renault, Honda, Да. заходя в Nissan, хотела избавиться от Renault, и, ну, в общем, куча всяких этих перетурбаций в течение последнего года. У Nissan проблемы. Но это не в тему, это так, как я вспомнил по ходу. А если говорить о Лего, то интересно, что Лего ж не особо наблюдает за соблюдением авторских прав. Они знают, что они лучшие. А хотя есть куча других компаний, которые пытаются делать то же самое, что и Лего. Но у них не получается. Вроде и кубики такие же, Ну да. а пластик Ну, они другой. отчаянно. Там идет борьба не на жизнь, а на смерть, потому что они именно протоптали такую классную дорожку, которая многих очень привлекает. А они отчаянно борются за то, чтобы остаться в этой сфере. Но, тем не менее, всех конкурентов, которые пытаются делать типа Лего, у них ничего не получается. Да. И пока, пластик другой, краска другая. Ну, в общем, есть свои да, секреты. пока поэтому- им удается вот себя держать на том уровне, который устраивает потребителей. То есть люди довольны этими игрушками, с удовольствием их покупают. Да, еще один вопрос. Сергей, а на какой приемник ловили в советское время вражеские голоса? Просто интересно, как старый антисоветчик у антисоветчика спрашиваю. Тем более меня, радиолюбителя, который паял приемники сам. Нет, у меня был ВЭФ 201. Значит, с перемотанными коротковолновыми диапазонами. То есть ВЭФ традиционный серийный, он начинался с 25 метров, 25 метров, 31, 49, 52, по-моему, если 41, 49. 41-49, да. Да. А у меня были 9, 11 и 19 метров. И это были очень классные диапазоны, которые позволяли... Там не было глушилок. Глушилки ведь все в основном стояли на диапазоны, которые в обычном пользовании у людей. А вот на этих глушилок было гораздо меньше. Поэтому там можно было... Но там и сами передатчики были слабее. Вот в чем дело. Мощности. Поэтому тут был такой баланс определенный. Но я выигрывал за счет того, что слушал вот эти диапазоны. И у меня был большой такой ламповый приемник. Отец когда-то купил его, и я очень его любил. Дзинтерс. Тоже рижское все как бы. В советское время это была топ-техника. Вот. А радиоприемник Дзин, он так и назывался. Дзинтерс, ламповый большой. Вот. На нем можно было тоже очень-очень качественный прием получать. Вот. Вплоть до того, что я с него даже на магнитофон записывал перед музыку. То есть, вот, что, в общем, было редкостью. А потом я перешел на польское радио. То есть у меня практически весь день, у меня приемник был настроен, у меня был такой мелодия, транзисторный приемник большой такой, первого класса. Он был настроен у меня все время на первый канал польского радио. Я утром вставал, включал, и у меня целый день звучало все это дело. А по вечерам я слушал третий канал, молодежная студия, там были прекрасные музыкальные передачи. Поэтому я как бы немножко... А поляки передавали очень хорошие новости, то есть там было много хорошей, интересной, полезной информации. Вот, поэтому я немножко свернул вот это прослушивание шипящих, вот этих булькающих звуков, значит, которые надо было разбирать с трудом.
Но вот интересно, что не могу забыть этот момент. Значит, в каком это году была авария чернобыльская? В 86-м. 86-й год, да. Вот, я спаял приемничек самодельный, у меня был такой, и я работал в КБ радиосвязи. Вот, и у меня были ребята, работали монтажником, я как бы руководил группой разработки, молодой был такой, молодой руководитель был. Вот, и у меня были такие мужички, работали монтажниками, они, значит, отбирали высококачественные детали, то есть они тестировали все их, а потом отбирали. Вот, и к ним можно было прийти, например, когда у меня там очередное задание, мне надо делать там какую-то разработку, значит, я к ним прихожу, говорю, что, мужики, надо вот транзисторы. Они спрашивают, домой или на работу? Если домой, дадим. Вот. Ну, в общем, это была особая кухня. Так вот, из хороших, качественных деталей удавалось собрать такое более-менее интересное решение. Тем более широкий был выбор радиодеталей, которых в продаже не найти. И вот накануне вот того, как стало это все известно, я помню, утром я проснулся и по традиции включаю, значит, приемник «Голос Америки». И вот издалека из этого, вот, они говорят, что получили сообщение о том, что похоже, что на Чернобыльской аварии произошло что-то, значит, неприятное. То есть мы ждем подробных сообщений. Я в это время одеваюсь на работу, значит, и вот. И вот то, что я услышал, и вот то, как это все выглядело, вот это у меня отложилось в памяти. То есть ведь у нас-то об этом сообщили. Я потом прихожу на работу, говорю, ребята, слышал кто-нибудь что-нибудь? Говорят, что что-то на Чернобыле взорвалось. Никто ничего не, значит, никто не слышал. Вот. Ну, а потом, спустя какое-то время, вот. А потом ирония жизни сложилась таким образом, что я ехал домой к родителям в отпуск, и 1 мая я был в Киеве, 1 мая, вот, туда, а 5 мая обратно, тоже в Киеве. Так вот, 1 мая я ехал, в Киеве была абсолютная тишина, то есть тоже на уровне слухов, как бы вроде что-то, но как бы ничего особенного. Вот, я с поезда на поезд пересел, у меня пересадка в Киеве, я в Киеве пересел на поезд и поехал, все. Но когда я ехал обратно, ситуация уже была совсем напряженной. И я, когда приехал пересаживаться в Киев, то я, в принципе, оказался в обстановке, вот это можно было видеть только в фильмах о войне. Вот когда Киевский железнодорожный вокзал был забит людьми, которые готовы были садиться в любой поезд, который шел хоть куда-нибудь. И я тоже, я просто стал в очередь, и мне надо было куда-то, значит, туда в сторону. Я даже до своего, так сказать, места не было шанса взять билет. Я только направление мог выбрать. Вот. И я помню, я уже был достаточно близко к кассе, и парень ко мне пробивается через толпу и говорит, слушай, возьми мне 2 билета. Я жену отправляю, она беременная, значит, сам я поехать не могу, а ее надо отправить. Я говорю, а куда вам? Он говорит, да куда ты едешь, туда и бери. В общем, я взял еще билет, значит, этой девчонки. Но и вот этот ужас, конечно, его не забудешь никогда. То есть я ехал стоя в поезде, вот, и довольно долго, всю ночь, значит. А утром в поезд зашла команда в костюмах химзащиты. Каждого проверили, отобрали тех, у кого фанило, высадили и автобусами куда-то, значит, повезли по другим маршрутам. А все остальные, значит, поехали туда, куда ехали. Вот вся это у меня это как бы как единая такая вот история воспоминаний из прошлого. Ну, интересно, что мы в 86-м году как раз с компанией большой из института удрали, из института и поехали в Крым. Но в Крыму уже 27 числа все знали, что была катастрофа, и в санаториях готовили места для детей партийных работников. Так что тут да, из Киева уже детей партийных работников, и по информация через всех этих партийных
У них она была, начальников, она вся шла. У меня просто у них она мама была, имела это к этому А отношение. люди, в догадках, терялись в догадках. То есть были слухи. 1 мая еще на вокзале вот была тишина, спокойствие, и люди только так перешептывались, типа, что там, не слышали, что ли? Что-то не... То есть, а в поезде говорят, да ладно, да это все слухи, это там ерунда, мол, все обойдется. Ну, 1 мая еще и демонстрация была в Киеве, и Да, парад, и да, соревнования. У меня вон да, жену выгоняли на демонстрацию как раз. да. Так что такие дела. Ще один, давайте, короткий вопрос. Чув думку, що анкап – це і є суспільство. Чи має право на існування таке формулювання? Ну, анкап, понимаете, тут как бы, если мы будем увлекаться обобщениями, то можно что угодно как бы утверждать. Но есть ли в этом смысл? Анархокапитализм это образ мысли, то есть это система взглядов, понимаете? Вот так я это лично понимаю для себя. Вот. А общество – это как бы результат нашего взаимодействия. То есть это то, как мы организуем нашу совместную деятельность экономическую. То, что она подчинена закону рынка, да, то есть анархокапитализм тоже опирается на рынок, как на спонтанный порядок. И этот спонтанный порядок лежит в основе общества. Да, мы являемся обществом только благодаря тому, что мы уважаем права друг друга. То есть мы ограничиваем сознательно себя в том, чтобы ограничивать агрессивные действия. То есть мы не нарушаем права других людей. Это позволяет нам создавать общество. Поэтому, скажем так, анкап – это природное состояние идеи, то есть головы человека, который живет в обществе. Да. Это его естественное состояние. То есть если ваш мозг не засорен политическими идеологиями, то вы вполне мыслите категориями анкапа. То есть вы рассуждаете в этой категорийной базе. То есть вы исповедуете принцип самопринадлежности, вы придерживаетесь ограничения, значит, сознательно избегаете агрессии, и вот таким образом, значит, безоговорочно поддерживаете право собственности. Поэтому вот, собственно, так можно это объяснить. Ну что, будем тогда сегодня заканчивать. Большое спасибо, Сергей. У нас сегодня рекордный эфир. У нас 103 человека было на пике одновременных Ну, просмотров. замечательно, да. То есть растет процент жиров в масле постоянно и неуклонно. Есть первая сотня, да. Как Да. это. Ну, 103 человека одновременно, которые смотрели. И всего 315 просмотров. Ну, то есть мы молодцы. И Хорошо. наши зрители молодцы. Всем большое Да. спасибо, кто нас смотрел. Еще раз спасибо, Сергей. Встретимся с Сергеем через неделю, а завтра утром встречаемся с Владимиром Золотаревым в 11 утра. Так что продолжаем работать, двигаемся дальше. Кто еще не подписался, подписывайтесь, ставьте пожалеете. лайки, пишите комментарии. Можете покупать мемкоин. За вам за это ничего. Я выпустил первый мемкоин. Он не первый либертарианский, а первый выпущенный мной. Поэтому первый мемкоин от Libertarian Site называется Бастия, ну, раз первый, а дальше будут следующие. Поэтому попробуем раскрутить и будем его использовать в качестве внутреннего инструмента. Ну, если, конечно, получится. Не получится, значит не получится. Так что всем спасибо. Спасибо тем, кто нас поддерживает финансово. Немного таких людей, но тем не менее есть, их хватает, по крайней мере, на всякие штучки, которые помогают нам оформлять канал и делать это все гораздо быстрее. Так что всем спасибо и до встречи. Еще раз, до встречи с Сергеем через неделю, а с Владимиром Золотаревым завтра утром. Все, всем спасибо и пока. Спасибо, счастливо, пока.